Новый эффектный удар по флоту. Предатель взлетел на воздух. Второе покушение всего за 2 недели. Взрыв в крупнейшем порту Европы. Силовики подняты по тревоге. Авария, диверсия или намеренный теракт. Московские спецслужбы поймали на горячем. Убийство американца на территории НАТО. В США заговорили о трусости Путина. Зеленский едет в Минск или Лукашенко в Киев? В МИД Украины сделали заявление о встрече. Медведев вступил в борьбу за трон, бывший президент утер нос Путину. Демарш, угрозы и страшные последствия. Об этих и других событиях к утру пятницы, 14 августа. Наконец-то пятница, но прежде чем расслабиться, важно узнать, чем запомнился этот день. В эфире Нехта. Поехали. Еще один удар по Черноморскому флоту РФ. После повреждения 4 военных кораблей в Новороссийске новая атака произошла уже в Севастополе. И на этот раз целью была не техника. Взрывом ликвидирован капитан 1-го ранга. По данным канала ВЧК ОГПУ, убит 49-летний Роберт Шагеев, заместитель командира бригады подводных лодок Черноморского флота. До аннексии Крыма он служил Украине и командовал единственной подлодкой ВМС страны Запорожье, но в 2014 году открыто предал и перешел на сторону врага. В Украине его обвиняли в госизмене, а также связывали с ударами калибрами по украинским городам. В ФСБ оперативно заявили о задержании предполагаемой исполнительницы покушения. По данным прокремлевского канала МЭШ, это 32-летняя уроженка Ярославля, жившая в Сочи. Чекисты утверждают, что она действовала по заданию украинских спецслужб, получила оплату в криптовалюте и привела в действие взрывное устройство, спрятанное в урне возле скамейки в парке Севастополя. Это уже второе громкое покушение на высокопоставленных российских военных за август. 1 числа взрыв прогремел в московском ресторане, где предположительно мог находиться главком ВКС Александр Чайко. Судьба этого военачальника до сих пор неизвестна, но точно погиб другой, один из гостей юбиляра, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Российским фурам теперь небезопасно не только на оккупированных территориях Украины, но уже и в Беларуси. Издание «Флагшток» опубликовало видео сгоревшего полуприцепа недалеко от погранперехода «Красный камень» в Добружском районе Гомельской области. На месте сгоревшей фуры позже заметили машины белорусских силовиков. По предварительной версии, прицеп мог попасть под удар беспилотника. Во вторник, по информации «Флагштока», в этом же районе дроны повредили еще несколько грузовиков. Кстати, дым от большого пожара был замечен уже и в полумиллионном Гомеле. Тот же «Флагшток» предположил, что гореть могло как одно из предприятий Новобелецкого района, так и одна из воинских частей там расположенных. Удары по российской нефтянке продолжают превращаться в дефицит на заправках. Редкий случай. Об остановке крупного НПЗ сообщают не анонимные источники, а вполне себе официальные. В Оренбургской области признали, что восстановить Орский завод после атаки беспилотников пока нет возможности. Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Это единственный крупный нефтеперерабатывающий завод региона. Теперь область будет зависеть от привозного топлива, а приоритет на заправках обещают отдавать спецтранспорту. Тем временем топливный кризис расползается по всей России. Он затронул уже почти 20 регионов и накрывает даже Москву. Польша в ближайшие дни решит, передавать ли Украине новую партию ракет для систем «Патриот». Замминистра обороны Магдалена Сапковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава обсуждает этот вопрос с НАТО и США. При этом решения будут принимать с оглядкой на собственную безопасность, особенно после недавнего залета российской ракеты в Польшу. Но, по словам замминистра, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш скорее склоняется к тому, чтобы ракеты Украине все-таки передать. Тем временем Владимир Зеленский пытается достучаться до Дональда Трампа и уже через американские СМИ. В интервью CNN он заявил, что всего 1/20 американского запаса ракет для Патриот хватило бы, чтобы Украина смогла пережить зиму.
If they sell us 5%, Продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. Сейчас у меня есть 1%. Ракет-перехватчиков у Украины сейчас в 2,5 раза меньше, чем год назад, а Россия, наоборот, запускает примерно вдвое больше баллистических ракет. Поэтому Зеленский ежедневно пытается выбить дополнительные поставки у союзников. Медведев поддержал путинский демарш по отношению к Японии, только в отличие от своего шефа, который лишь посетил спорные острова и промямлил что-то невнятное, бывший президент обрушился на восточного соседа в своем неповторимом стиле. Премьер-министр Японии Такаити может сколько угодно болтать о том, что Курильские острова исторически принадлежали Японии, но эти разговоры ничего не изменят. Они были, есть и останутся российской территорией. Любой, кто этого не понимает, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Кстати, в отличие от Путина, который посетил архипелаг раздора впервые за все время нахождения у власти, притворявшийся либералом Медведев посещал Курилы и в качестве президента, и в качестве премьера. И кто тут более крут в глазах турбопатриотического электората? Тем временем о трусости Путина пишет одна из самых авторитетных газет мира. В The New York Times появилась большая статья о том, как кремлевская охрана прячет своего подопечного. То, что давно знают постоянные зрители Нехта, теперь открылось для миллионов американцев. О фейковых президентских кортежах и заранее записанных видеоотчетах, консервах, о встречах. Читателям в США рассказали о том, что Путин уже давно предпочитает самолетам секретный бронепоезд, внешне похожий на обычный состав РЖД. Паранойя только усилилась после того, как украинские дроны начали долетать все глубже в Россию и после ликвидации иранского аятоллы Али Хаминеи. Июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с весны 2022. По данным миссии ООН, за месяц погибли как минимум 437 гражданских и еще более 2600 человек получили ранения. Это на 30% больше, чем в июне, и на 70% больше, чем год назад. С начала полномасштабного вторжения ООН подтвердила гибель почти 17 тысяч мирных жителей Украины. Среди них 820 детей. Еще более 51 тысячи человек были ранены. Взрыв в крупнейшем порту Европы в Роттердаме. Погиб как минимум 1 человек. Еще несколько получили ранения. После происшествия часть портовой зоны осталась без электричества. По предварительным данным, мог загореться трансформатор, но точную причину пока устанавливает нидерландская полиция. Тем временем в Польше поймали российского киллера. По словам премьера Дональда Туска, задержанный готовил покушение на гражданина Украины и США. Как подчеркнули в Варшаве, это первый известный случай, когда спецслужбы РФ готовили убийство американца на территории страны НАТО. Мужчину задержали несколькими днями ранее. Польские власти утверждают, что он действовал по заданию российской разведки. 2 месяца назад на востоке Польши, в городе Бяла-Подляска, киллер средь бела дня расстрелял из пистолета известного российского карикатуриста и критика Кремля Семена Скрипецкого. За Telegram взялись власти Казахстана. В стране произошел крупный сбой в его работе. Пользователи жаловались, что не приходят сообщения и не загружаются медиа. При этом глобальных проблем у мессенджера не было. А через VPN и прокси Telegram продолжал работать. Эксперты по интернет-блокировкам считают, что это похоже не на обычную аварию, а на ограничения на уровне операторов связи. Власти Казахстана факт перебоев подтвердили, но заявили, что причины еще выясняют. Казахтелеком при этом утверждает, что его сеть работает штатно. Что именно произошло, пока не ясно, но совпадение выглядит любопытно. Еще в 2024 году власти страны заявляли, что Telegram согласился удалять контент по их требованию и теснее сотрудничать с государством.
Контакты с режимом Лукашенко продолжаются, и официальный Киев не исключает даже встречу на самом высоком уровне. Посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор заявил, что при определенных условиях такой вариант возможен. В умовах війни буде необхідність. Если в условиях войны будет необходимость для того, чтобы уменьшить количество человеческих жертв или вообще остановить боевые действия, и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины будет нужно встретиться с тем или иным противником или представителем противоположной стороны, то такие действия будут, возможно, и осуществлены. Такі дії будуть, можливо, і здійснені. Дипломат подчеркнул, что это не обязательно должно произойти. По словам Черногора, Украина сохраняет коммуникацию с Минском, потому что она дает практический результат. В частности, через территорию Беларуси проходят обмены украинскими и российскими военнопленными. Резкий рост антивоенных настроений. Вот чего испугались в Кремле, и вот почему Яблоко сняли с выборов. По данным Верстки, после регистрации федерального списка рейтинг партии неожиданно вырос почти до 9,5%. Это уже позволяло единственной партии с антивоенной риторикой попасть в Госдуму. Источники издания, близкие к Кремлю, утверждают, изначально там рассчитывали, что Яблоко получит всего 1-2%, а антивоенный электорат останется маргинальным, но когда рейтинг пошел вверх, эксперимент решили быстро свернуть. Этого пытались избежать пару недель, но не судьба. В Румынии из-за рекордного обмеления Дуная остановили второй энергоблок единственной в стране АЭС возле города Черновода. Воды стало недостаточно для нормального охлаждения станции. Власти пытались тянуть до последнего. Военные взрывали скалу, чтобы изменить течение. На реке топили баржи с камнями и срочно углубляли русло. Но все эти меры дали лишь несколько дополнительных дней. В итоге энергоблок пришлось перевести в режим контролируемой остановки. Стать миллиардером в одно мгновение – это возможно. Невероятная удача сопутствовала жителю Иллинойса, который выиграл в Powerball 1 миллиард 40 миллионов долларов. Это крупнейший лотерейный джекпот в США в этом году. Правда, если победитель выберет единовременную выплату, после налогов от сказочной суммы останется меньше 300 миллионов. Альтернатива – получать деньги частями в течение 30 лет. Но даже в таком случае государство будет регулярно откусывать свою долю. Шанс сорвать такой джекпот был примерно 1 к 292 миллионам. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Приглашаю на вечерний выпуск.